Всем привет, и в этом видео мы разберем эффект с голограммами и автомобилями из фильма «Призрак в доспехах». Для его реализации вам понадобится программа After Effects и элемент 3D от Videoca Pilot. С умением создавать такой эффект вы, конечно, вряд ли сможете заработать на фрилансе или устроиться на студию, но сможете порадовать своих подписчиков в Instagram и TikTok. Поэтому мы публикуем его бесплатно, чтобы у каждого желающего была возможность притронуться к миру визуальных эффектов. По сути, программа After Effects это больше инструмент для моушн дизайна, нежели визуальных эффектов, которые, если и делают в ней, то на любительском уровне. Для реализации подобных сцен в кино используются специальные программы вроде Nuke или Houdini, которые мы использовали на курсе по постобработке 2.0. Сознанием таких программ можно добиться реалистичности в сложных CG-сценах, в то время как After Effects имеет довольно слабые инструменты для 3D-трекинга, композитинга и работы с материалами, которые отсняты на кинокамеру. Поэтому, если вы хотите работать в кино, рекламе или сфере музыкальных клипов фрилансером или джуниором на студии, то в комментариях будет ссылка на курс по постобработке 2.0, который подходит новичкам, ну и промокод на скидку. А если вам пока хватит уровня инстаграма или вы просто хотите узнать, понравится ли вам создавать что-то подобное, то приятного просмотра. Всем привет, с вами Вадим. Сейчас я покажу вам инструменты для создания вот такой вот сценки. Пойдем простым путем, дабы не лезть в дебри. Поехали. Для начала импортируем видео. Для этого здесь жмем правой кнопкой мыши, импорт файл, выбираем отснятый материал или еще какой-нибудь. Перетаскиваем его сюда, кликну сюда и выберу фит. Немного обрежу это видео, для этого перетаскиваю ползунок и, например, с этого места жму Alt и левую квадратную скобку. И примерно через 5 секунд сделаю то же самое, только Alt и правая квадратная скобка. Перетаскиваю дорожку в начало. Чтобы в этом убедиться, можно выбрать дорожку и просто нажать левую квадратную скобку. Перетаскиваю ползунок в конец дорожки. Покадрово переключаться можно при помощи Page Up, Page Down. Жму на клавиатуре клавишу N, перехожу в Composition, Stream Comp to Work Area. Дорожка растянулась на весь таймлайн. Если у вас в кадре есть мелкий, но резкие подергивания, то мы немного стабилизируем его. Здесь в эффекте Presets пишем Warp Stabilizer и перетаскиваем на видео. Ожидаем. В случае, если у вас нет такого вот окна, то переходите в Window и включаете его. То же самое касается и остальных окон. В этом параметре старайтесь придерживаться значений от 1 до 2%. Окей, сделаем прекомпоз. Для этого переходим в Layer, прекомпоз. В дальнейшем я буду использовать шорткат Ctrl-Shift-C. Здесь выбираем галочку Move All Attributes и нажимаем ОК. Сейчас у меня видео в 4К, но работать я хочу с Full HD, поэтому перехожу в Composition, Composition Settings и здесь указываю разрешение Full HD. Сейчас композиция стала в 2 раза меньше, поэтому выбираю этот слой, жму клавишу S и меняю размер до 50%. Хорошо. Выделяю этот слой и делаю еще один прекомпоз. И как-нибудь его переименую. Применяем эффект 3D Camera Tracker и ожидаем. Вот мы получили точки, которые привязаны к этой улице. В случае, если у вас отображается мало точек, то можете здесь по вкладке Advanced выбрать Detailed Analysis. Также здесь в Solve Method повыбирать разный режим. И если у вас просто камера стоит на месте и трясется, можете выбрать вместо 3D Soft 2D Source. Возвращаемся к исходнику, пишем Curves, перетаскиваем его и делаем видео более контрастным для того, чтобы появилось больше деталей. Можно еще наложить эффект Sharpen. Если увеличить картинку и поднять Amount, то мы видим, что детализация повышается. Хорошо, это все удалю, мне это не нужно. Сейчас выделю те точки, в которых бы хотел сделать графику. При помощи колесика я могу увеличивать, отдалять, также зажав колесико, перемещать камеру. Просто кликаю на точку и с шифтом выбираю остальные. Если какая-то точка мне не нужна, жму на нее с Ctrl. После того, как выделили точки, жмем правой кнопкой, выбираем Create, Nose and Camera. Видим, что создалась камера и создались точки. Выберу еще несколько точек. Снова кликаю правой клавишей мыши и теперь создаю просто 5 нолей без камеры. Получили такой результат. Переходим в Layer, New Shape Layer, или же здесь в пустом месте кликаем правой клавишей мыши New Shape Layer. Добавляю его в прекомпоз Ctrl-Shift-C. Перехожу внутрь. Раскрываю этот слой. Здесь Contents Add, добавляю Rectangle. Делаю его немного больше. Раскрываю Rectangle Path. Возвращаюсь в Add и добавляю Stroke. Сейчас у этого квадрата появилась обводка. Сделаю ее немного толще. Для этого здесь могу сделать. Видимо, у квадрата появилась обводка. Выделяю его снова и меняю толщину линии. Также цвет и толщину можно менять не только сверху, можно раскрыть сам Stroke, то есть линию, и здесь уже редактировать. Выберу какой-нибудь зеленоватый оттенок. Хорошо, пока что скрываю, возвращаюсь в основную композицию. Делаю этот слой 3D.
Каждый последующий слой нам нужно перемещать в 3D пространстве, поэтому здесь, под кубиком, мы кликаем мышкой и делаем слой 3D. Теперь я ищу null, который отвечает за вот эту вот позицию. Этот слой я хочу привязать в эту точку. Для этого я перетаскиваю его на этот null object. Нажимаю на клавиатуре клавишу P, то есть position, и сбрасываю все значения до нуля. Видим, что слой переместился в место, где находится точка. Нажимаю S, делаю его немного крупнее. Теперь нажимаю клавишу R и вращаю так, чтобы он соответствовал. Я не хочу, чтобы этот слой прилипал к стенке, поэтому я выдвину его очень немного вперед. Так, вижу, немного завален, поэтому вот по оси Y, это зеленая стрелочка, выбираю ее здесь и вращаю вокруг нее. Проверяю еще раз. Хорошо. Переходим в эффекты и пишем Glow. И накидываем его на этот слой. Видим, что слой стал светиться. Мы можем менять здесь радиус, интенсивное освещение. Параметром Threshold регулировать то, какой цвет будет задеваться, но здесь это не очень заметно сейчас. Также этот Glow можно дублировать несколько раз и добиваться вот такого результата. Но мне лень настраивать стандартный Glow, поэтому я воспользуюсь сторонним плагином, который нужно дополнительно устанавливать. Называется Deep Glow. Перетаскиваю его сюда и видим, что плашка начинает светиться. Здесь также во вкладке Input можно регулировать параметр Threshold. И чтобы это еще лучше вписывалось в окружение, нажимаю на слой и меняю здесь режим наложения. Можно экспериментировать. И чтобы вот так вот по одному не щелкать, можно нажимать клавишами Shift плюс, Shift минус. То есть перелистывать вперед и перелистывать назад. Мне понравилось, как выглядит режим наложения Linear Light, поэтому я остановлюсь на нем. Я сдублирую этот слой и перетащу его теперь на эту часть. Для этого я выберу null object, который за нее отвечает, и перетаскиваю к нему. То же самое, перехожу в position и сбрасываю все значения до нуля. И так как мы уже выставили то, как оно повернуто, это же значение здесь также подходит. Единственное, мы можем все еще отодвинуть по оси Z немного вдаль от стены. И весь слой сдвинуть немного вправо. Сейчас сделаем какую-нибудь простую анимацию мерцания. Для этого жмем на слое клавишу T, ставим значение на 0 и ставим ключ. Через 10 кадров ставим еще один ключ, но уже на 100%. Чтобы сделать прыжок на 10 фреймов вперед, жмем Shift и Page Down. Еще через 10 кадров снова ставлю значение на 0. И через кадров 5 снова ставлю значение на 0. Для этого жму сюда. Хорошо, вот получилась такая анимация проявления и затухания. Теперь я жму с Альтом на эти часики и пишу здесь выражение Loop Out. Открываю кавычки и выбираю Cycle. Если у вас это не появляется, то просто вписывайте то же самое и все будет работать. Хорошо, теперь мы видим, что анимация мерцания зациклена и будет все время мерцать до конца ролика. Я скопирую это значение, просто нажму на Opacity, сделаю Ctrl-C и на верхний слой нажму Ctrl-V. Видим, что там теперь точно такая же анимация. Теперь я это все скрываю, дублирую два этих слоя, перетаскиваю вверх. Теперь, взявшись за синюю ось Z, немного выдвигаю их вперед. Выделяю теперь все 4 слоя, жму клавишу U на клавиатуре для того, чтобы показать все анимации. И у верхних двух слоев сдвигаю ее немного вправо. Пусть это будет также на 10 кадров. Теперь видим, что появилась такая вот песенка из анимации. К примеру, теперь вставим что-нибудь на эту стену. Для этого возвращаемся в Project. Здесь снова жмем правую кнопку мыши, Import файл. Выбираем какую-нибудь картинку. В моем случае это просто скачанная из интернета афиша. Перетаскиваю ее в композицию. Видим вот такой вот постер. Делаем ему прикомпоз, Ctrl-Shift-C. Смотрим, чтобы галочки стояли на местах. Переходим внутрь композиции. Выделяю слой и пишу в эффектах Venetian Blinds. Перетаскиваю. Параметр Direction я ставлю 90 градусов. Это для того, чтобы рисовались горизонтальные линии. Теперь параметр Transition Competition поднимаем. Также можно поработать с параметром Width. Посмотреть и убедиться в том, что здесь прозрачный фон, можно нажав на эту вот кнопку. Остановлюсь на таких значениях. Хочу, чтобы это немного было похоже на голограмму. Кликаю сюда правой клавишей мышкой. New Shape Layer. Раскрываю, добавляю в Contents Rectangle. Делаю его больше. Если мы нажмем на этот замочек, пропорции не будут соблюдаться. Добавлю также Stroke. Раскрою. Сделаю потолще. Примерно 5 пикселей. Также рядом с цветом я выберу пипетку и нажму на какой-нибудь цвет. То, что поярче. Если вы хотите нарисовать какую-нибудь произвольную форму рамки, то можете воспользоваться этим инструментом Pen Tool и рисовать. Также смотрите, что здесь есть две кнопки, они сейчас не активны. Первая отвечает за создание шейпа со звездочкой, вторая кнопка отвечает за создание маски. Следите за этим. Сюда же добавлю такую штуку, как Trim Path. Раскрою ее и параметр End немного сделаю меньше. Нажму на эту кнопку, чтобы убрать отображение синей линии. Видим, что мы делаем эту полоску меньше. Теперь на параметре Offset я ставлю ключ в начале, на нуле и в конце где-то
на 200. Если проиграть эту часть, видим, что полоса теперь движется. Сдублирую Shape Layer, нажму клавишу U, чтобы отобразить все ключи, нажму на Offset и здесь буду поднимать значение так, чтобы эти полоски немного были в разных местах. Смотрим, что получилось. Мне что полоса сейчас слишком крупная, поэтому параметр End я ставлю значение поменьше. И там, и там. Получилась такая вот анимация. Возвращаемся в основную композицию и будем перемещать афишу в нужное место. Для этого выбираем трекнал, который нам нужен, смотрим, где он находится. И у слоя, который мы хотим привязать, Parent Link тянем на Null Object. То же самое, нажимаем клавишу P и сбрасываем значение Position до 0. Также не забываем включить слой 3D. Увеличиваем параметр Scale. Думаю, значение проворота можно пока что сдублировать из предыдущих слоев, которые мы делали. Выберу какой-нибудь один из них, нажму клавишу R и выделю все значения Shift и нажму Ctrl-C. Теперь на своей афише просто нажимаю Ctrl-V. Видим, что значения поворота перенеслись сюда. Продолжаем это регулировать. По линиям томов удобно смотреть. Мы видим сразу, параллельны ли эти линии, и можем более аккуратно выставить изображение. На этот слой также добавлю эффект Deep Glow и поработаю здесь параметрами. Добавлю, например, Threshold, например, так. Немного уменьшу радиус, немного понижу яркость. Также снова поработаю с режимами наложения. Здесь неплохо смотрится режим наложения Screen, пожалуй, так и оставлю. Еще немного отодвину слой от стены, ближе к дороге. Чтобы сделать окно на весь экран, можно нажать тильду. Посмотрим, что получилось. Хорошо, все остальное сделаю по тому же принципу и просто обрежу этот момент. Вот у меня получилась такая вот графика. Теперь мы видим, что та, которая находится в конце улицы, она просвещает дом. Теперь мы будем делать маску. Для этого создаем Layer New Solid. Жмем ОК. И вырезаем маску. Пока что примерно так. Мне нужно вырезать это здание, поэтому я ставлю точки в этом месте. Также у слоя можно понизить прозрачность. Нажал клавишу T и написал сюда значение в 50. Нажимаю клавишу M, перехожу к маскам. Раскрываю этот список. И здесь ставлю ключ на Mask Pass. Смещаюсь на 10 кадров вперед. Передвигаю ключи. А мне повезло, у меня камера движется достаточно аккуратно и линейно. В вашем случае может потребоваться гораздо больше точек и покадровая анимация. Также видим, что здесь у меня начинаются окна, поэтому я добавляю еще сюда точки. И еще немного обрисую маску. Если у вас сбилось выделение и вы хотите выбрать одну точку, то можете кликнуть на Feather и теперь снова рисовать маску. Теперь я могу удалить эти ключи и еще раз переанимировать маску. Когда окна закончились, я возвращаюсь обратно и теперь эти ключи подправляю так. Отключу пока что слой с мороженым, чтобы лучше видеть. Возвращаю обратно opacity на 100%. Переименую этот слой также для удобства. Теперь перемещу его ниже. И мы не будем копировать маску из него, мы будем делать Track Mate. И здесь во вкладке Track Mate выбираем Alpha Inverted Mate. Теперь мы видим, что по черному цвету вычитается из этого слоя. Да? То же самое делаем и с этим слоем, где мороженка. Также у масок можно немного приподнять параметр Mask Feather, примерно до нескольких процентов. Как видим здесь, все еще видно какую-то черную полоску, поэтому еще немного добавлю, чтобы это больше было сглажено. В своих работах старайтесь сделать маску хорошо, чтобы вот не было видно таких вот косяков, как тут. Хорошо, с графикой пока что все. Теперь создам новый слой, Solid, подпишу его машина. Теперь я вбиваю здесь в поиске элемент 3D и перетаскиваю на слой с машиной. Если у вас не находится в поиске элемент 3D, это значит, что вы его не установили. Нажимаем Scene Setup. Перед нами появился интерфейс элемента 3D. Жмем Import, File, выбираем 3D модель. В появившемся окне я оставлю все по дефолту, только отключу последнюю галку, так как у меня нет анимаций. Видим, открылась машина, но она сейчас очень крупная, поэтому здесь, выбрав объект, я перехожу к параметру Scale и вместо 100% поставлю, например, 1. Да, выглядит неплохо. Кстати, эту модель я скачал бесплатно с сайта Sketchfab. Учитывайте, что не всех форматов 3D модели поддерживается элементом 3D. Это могут быть форматы Cinema 4D, OBJ, а также сам внутренний формат элемента 3D. Это достаточно хорошо проработанная модель. Если здесь все открывать, то мы видим, что мы можем взаимодействовать отдельно с каждым цветом машины и также с каждым ее объектом. Может быть такое, что вы скачаете модель, и она будет просто серого цвета, и вы не сможете никак ее раскрыть и ничего с ней делать. То тут несколько вариантов. Вам нужно скачать другую модель или обращаться к такому софту, как Cinema 4D. Как мы видим, здесь та же самая машина. Именно такой формат понимает элемент 3D, чтобы у каждого элемента был свой какой-то цвет, иначе оно не видит связь и не понимает, что ему и как нужно подкрасить. Не пугайтесь того, что тут очень много всего. В целом, структура модельки должна быть примерно вот такой: объект и цвет.
Хорошо, возвращаемся в элемент. Нужно немного проработать эту машину. Для начала найду материал, который отвечает за цвет фар, красный. Отпускаюсь вниз, ищу блок Illumination, то есть свечение. Включаю Use Diffuse Color, также здесь Color не черный указывай, а белый. И добавляю теперь параметр Intensity. Видим, что фары начали светиться ярче. То же самое сделать с остальными цветами, вот желтый и бирюзовый. Хорошо, теперь на этой машине есть боковая полоска. Я хочу ее тоже подкрасить каким-нибудь цветом. Я возвращаюсь в Basic Settings, Diffuse Color, выбираю не черный, а тоже, например, желтый. Опускаюсь снова вниз и Illumination, также включаю галочку, выставляю здесь белый цвет, добавляю параметр Intensity. Выключу галочку Draft Texture, чтобы машина была в полном качестве, также включаю Environment. Перехожу сюда в Presets, Environments, и выберу такой environment, который больше всего подходит по окружению. Например, такой. Выбираю основной кузов машины, перехожу к материалу. Здесь в текстурах есть несколько каналов. Конкретно сейчас я хочу подгрузить карту нормальный в Normal Bump. Нажимаю сюда и вот Texture. Вот так выглядит Normal Map. Это такая фиолетовая карта. Также сейчас видно, что ничего не произошло, поэтому я возвращаюсь в основной объект. И здесь по вкладке Mapping меняю Texture Mapping на Box. Теперь мы видим, появились какие-то вот такие блики на машине и какие-то детали. Чтобы сделать их сильнее, возвращаемся снова в материал и здесь Intensity повышаем. Хорошо, теперь, чтобы это все еще лучше смотрелось, выбираем снова основной материал, опускаемся вниз и повышаем параметр Glossiness, то есть отражение. Теперь машина впитывает больше света. Также можно повысить параметр Environment Multiplier для того, чтобы окружение больше влияло на машину. По такому же принципу я настрою остальные материалы, как, например, стекло, или сделаю более темным пол. Просто ищу его в списке и меняю цвет или то, что мне нужно. В случае со стеклом это еще будет прозрачность, поэтому переходим сюда в шестеренку с выбранным материалом стекла и здесь понижаем параметр Force Opacity. Видим, как стекло становится более прозрачным. Становлюсь на таком значении. Также у стекла я тоже добавлю немного отражений больше. Нижняя часть машины слишком уж идеально выглядит, поэтому добавим на нее немного царапок. Выбираем материал, который отвечает за цвет машины на днище. Переходим во вкладочку Textures, Diffuse, выбираем сюда текстуру. На примере я выберу вот такую вот текстуру металла. Это просто найденная картинка в интернете. И да, мне нужно эту текстуру загрузить не в Diffuse канал, а в канал Glossiness, то есть в отражение. Поэтому я нажимаю сюда правой кнопкой, делаю копию, и здесь снова правой кнопкой в канале Glossiness и делаю Paste. Теперь мы видим, как работает отражение на днище. Чтобы эта машина немного лучше вписывалась в окружение, я добавлю сюда номер. Поэтому перехожу в Create, добавляю кубик, вот он появился. Перемещаю его на заднюю часть машины, и при помощи вот этих вот кнопок я могу его перемещать, вращать и масштабировать. Менять размер можно, взявшись за какую-то из осей. Так, думаю, примерно так это и останется. Теперь открываю этот бокс, скрываю материал и сюда в канал Diffuse подгружаю номерной знак. Какой-нибудь такой. Жму ОК. Также в таком случае важно, чтобы здесь у самой картинки по краям были немного белые отступы. Мы можем подогнать размер картинки, используя параметры UV Repeat и UV Offset. Хорошо, я оставлю примерно такое значение. Теперь жмем ОК. Так, отлично, мы видим, что у нас ничего не появилось, поэтому мы переходим в группу 1, группу Utilities, и здесь в нижнем пункте выбираем Create. Отдаляемся немного назад и видим вот эту точку. К этой точке привязана позиция машины в пространстве. Немного поправляем ее. Теперь мы видим машину в кадре. Сейчас перейдем в вид сверху. Для этого нажимаем Active Camera, топ. Немного отдалив, мы видим, что здесь находится камера, здесь находится выбранная машина. Где-то там далеко находятся точки, которые я выбирал. Можно сказать, эти точки описывают улицу, поэтому по ним будет проще сделать траекторию. Слои с графикой, думаю, можно пока отключить. Для этого я их выделяю и жму на этот глаз. Возвращаюсь к машине, выбираю этот Null Object, жму клавишу P, Position, и немного передвину машину сейчас. Ставлю ползунок начала и жму на ключик. Теперь перемещаю немного машину в пространстве. Двигаю по оси Z, или же вот за эти стрелочки, которые есть на этом слое. Перемещаю ползунок в конец и перетаскиваю машину тоже куда-нибудь в эту часть. Сейчас хочу изменить траекторию и немного будто бы изогнуть ее. Для этого жму Ctrl-Alt, меняется курсор и вытаскиваем. То же самое сделаем с той стороны. Хорошо, переходим пока что в Active Camera и смотрим, что получилось. Если вы ничего не видите, то можно просто зайти сюда и нажать снова Fit. Видим, что машина сейчас очень мелкая в кадре, поэтому снова поправляем ее позицию. И до этого можем вернуться в слой с элементом, зайти в Particle Look и здесь в Particle Size увеличить размер машины. Первый ключ подправлю так, чтобы машина была более крупнее к нам. Первый ключ прямо отсюда беру и поправляю, двигая машину поближе ко мне.
Оставим пока что такое движение машины. Теперь немного подредактируем ее угол. Для этого нажмем на этот слой, который контролирует машину, жмем клавишу R и меняем тот параметр, который нам нужен. В моем случае это вот вокруг оси Y зеленой. Вначале ставлю ключ тут, перетаскиваю в конец и выравниваю машину. Чтобы это было удобнее, можно снова вернуться в топ. Также немного подрегулируем скорость. Для этого выделяем ключи и жмем F9. Переходим к графикам. С шифтом выбираю эту точку и тяну влево. Это значит, что машина вначале будет достаточно быстро проворачиваться и потом уже медленнее. Я еще немного поработал над графиками, теперь он выглядит так. Здесь можно выбирать режим, график значений или же график скорости. Думаю, будет неплохо выглядеть, если машина будет залетать примерно под таким углом. Поэтому я так выставляю. Жму сюда ключик, перетаскиваю в конец и выравниваю машину до 0 градусов. Хорошо, теперь немного поработаем над тем, чтобы машина хорошо выглядела в сцене. Для этого возвращаемся в слой с элемента 3D. Скрою пока что ненужные группы. Заходим в Render Settings, Physical Environment для начала. Здесь мы можем вращать окружение, таким образом задавая какие-то интересные блики на машине. Переходим в Rotate Environment и вращаем окружение. Сейчас я пытаюсь добиться такого результата, чтобы отражения попадали на эту машину так же, как они попадают на эту. Хорошо, остановлюсь пока на таком варианте. Переходим в параметр Ambient Occlusion и включаем его. Раскрываем SAO и здесь Intensity параметр повышаем. Видим, что появились тени между деталями машины. Это выглядит теперь гораздо лучше. Скрываем Ambient Occlusion, переходим во вкладку Motion Blur. Вместо Comp Settings я выберу просто On, то есть включить Motion Blur. Видим, что машину размывает. Shutter Angle понижу до 150%. Параметр Motion Blur Samples отвечает за то, насколько качественно блюр выглядит. Поставлю здесь значение в 16, может даже больше. Отключу пока что Motion Blur и переходим во вкладку Output. Здесь нас интересует мультисэмплинг, также суперсэмплинг. В последнем выбираем значение побольше. И видим, у нас пропала рябь с машины. Также можно раскрыть параметр Sampling и Aliasing. Если мы в этот параметр укажем 10, к примеру, то машина станет еще более мягкой. К этому слою также накидываем Glow. Видим, вся машина теперь светится. Это выглядит странно. Открываем Input и регулируем параметр Threshold. Также регулируем параметры радиуса и Exposure. Так, выглядит неплохо. И сюда еще можно добавить, к примеру, эффект Curves. Перетаскиваем. Здесь кривыми мы уже можем настроить, как будет выглядеть машина. Можем сделать ее более контрастной, более светлой или темной. Важно делать так, чтобы она хорошо вписывалась в окружение. Также можно отдельно подрегулировать по цветам. Дальше уже все зависит от вас, как вы хотите разнообразить свою машину, да хоть мешок картошки добавить. Итак, мы получили такой результат. Экспериментируйте, и если будете загружать видео в инсту, отмечайте нас, нам будет приятно. Также у нас есть бесплатные курсы по motion дизайну и постобработке, где вы можете научиться делать еще более интересные крутые вещи. И будете лучше понимать производство полноценного ролика от начала и до конца. Так что переходите по ссылочке, ставьте лайки, подписывайтесь. На этом все, до встречи.